Всем привет! Получил я все-таки крестовые тиски с Алиэкспресс и выполняю свое обещание, даденное или данное в прошлом видео. Покажу сегодня, как они работают, расскажу о них, потому что выписывал я кота в мешке. На ютубе нет ни одного внятного обзора на них. Пару роликов нашел, ну не пару, несколько, там 3-4 может быть. Только лишь внешний вид и все. Как они работают, что они себя представляют. Ни одного слова ни от кого не услышал. И поэтому сегодня полный честный обзор. Даже разберу его при вас. Покажу, как я устранял люфты. Люфты присутствуют. Люфты не маленькие, что влияет сильно на работу. Покажу, как я устранил этот люфт. Потому что специалисты на ютубе показывают, затягиваешь гайку и люфт уходит. Да эту гайку затянешь, прижимается подшипник. И винт, ну вот такой винт, он полностью затягивается, что его дальше не прокрутишь. Винт, люфт в гайке, в бронзовой гайке, которая внутри, латунная или бронзовая она. Вот там люфт. Я покажу, как его устранить. Так, ну фрезеровать я уже пробовал, потому что сразу распаковку делать, там показывать вам это неинтересно. Зря видео снимать возможно. Короче, пробовал фрезеровать. У меня фреза самая маленькая, 10-я фреза. Ну, есть 16-я, я ее даже не пытался. 10-й фрезой, вот, с одного прохода. 7 миллиметров за раз. Но, правда, вот, видно вам, наверное, вот будет волны вот эти вот. Это как раз таки люфт. То есть до устранения люфта я фрезеровал вот это. Сразу как вот получил, установил их и начал фрезеровать. Идет, но есть волны. И к тому же, ну, эта заготовка я сам отливал. Может быть, из-за этого или нет. Но на фрезу, вот эту вот, все равно налипает алюминий. И то есть где-то стенка есть. Вот она стенка. Где алюминий тянет. Так, а вот это я фрезеровал уже после того, как люфт убрал. То есть здесь вроде как визуально видно, ну, что фреза ходила. Но волны никакой нет. А здесь есть. Даже через перчатку я чувствую волну. И потом, когда уже устранил люфт, я даже делал ластохвост фрезой. И вот тут как раз уже стеночки ровненькие. И все хорошо получается. То есть по алюминию, по мягким металлам, медь, бронза работать можно в этих тисках. По железу я расскажу дальше, почему опасно. И дело не в тисках оказалось. Так, ластохвост я делал, ну, короче, у меня, так как эта фреза одна такая, я потом вспомнил, что у меня есть фрезы по дереву. И также вспомнил о том, что где-то я или в инструкции читал, или в интернете, что вот эти фрезы по дереву, вот эти фрезы, ими можно работать по мягким металлам. Ну, так как они у меня уже без дела лежат, потому что я деревяшками давно не занимаюсь. Я попробовал вот ластохвост, и все нормально, все идет. Фреза не затупилась. То есть можно делать вот треугольные, круглые, разного профиля отверстия. И вот этой фрезой я работал, ластохвост делал. Все нормально. Остренькая целая фреза осталась. Не ломает. Ну, я какой-нибудь при вас попробую. Просто покажу, как берет. Ну, наверное, вот этой вот 12-й. 12 много, может, будет. Ну, попробую. Я ею еще не пробовал фрезеровать. При вас сделаю. Вот этой фрезой. А теперь по железу. По железу, короче, у меня получалось вот так. Это когда были люфты. То есть, все-таки дребезжание было, но фреза шла. Когда я убрал люфты, стала жесткость. У меня фреза, я ею работал уже в токарном станке, а точить я их не умею. И у меня там один край обломан немного. Она четырехперая, получается три стороны работает. Ну, три ленты, короче. И когда я вот фрезеровал уже нормально, а потом край остался. Или я неправильно хожу, может быть, вроде как против движения шел. Короче, у меня вот этот край остался, и у меня фрезу закусило. И хоп, и пошло вот так вот. Фреза, то есть вот так гнутая пошла гулять. Я не понял сначала, что приключилось. Честно сказать, я переживал за эти ластохвосты.
Вот тут вот расстояние очень, ну то есть толщина ластохвоста самого очень маленькая. Я даже видел на ютубе, что стойки сверлильные на ластохвосте такого же завода, ну такая расцветка, значит, тот же завод. Они в России под маркой Скраб продаются. Вот. И я переживал, что здесь сломало. Но я и боялся, потому что здесь самое тонкое место. Самое, ну, где тонко там рвется. Тиски сразу бах-бах пощупал, все нормально. А потом оказалось, что я согнул шпиндель. Вот здесь вот шпиндель, не в конусе, а вот здесь между конусом, как раз между патроном и подшипником, он тут вот подогнулся вал шпинделя. Ну, зажимал станок, потихоньку, помаленьку. Вроде получилось выровнять. Не идеал, надо еще подрабатывать. И поэтому я решил, что с фрезами по металлу я только в крайнем случае. Вот смотрите, биение какое. Немного, но есть. Как-нибудь надо будет повозиться, еще его выровнять. Так, фрезы по металлу. Ну и опять же, по металлу работать можно. То есть она идет, фреза. Маслица туда, алюминий на сухую шел нормально, потому что с маслом там не видно, куда идешь. Все налипает, залипает. А вот по металлу, ну я не знаю, фрезу попробовать купить новую. Попробовать еще, что будет. Потому что вот тоже на ютубе смотрю, работают только не тисками такими, а на координатных столиках. Но принцип тот же, и это устройство тоже, того же завода. Та же расцветка, все то же самое, только стол. 180, по-моему, миллиметров длиной. И все, а так принцип один же. Только на него уже ставят тиски. Так вот, им работают и снимают по полмиллиметра. А здесь я снимал это за один проход. Тут вот 5 миллиметров снято нормально. Только единственное, что вот у меня косячок один получился. Поэтому нужно новую фрезу и испытывать еще. А также свободно можно этой фрезой расширять, расшарушивать, ну, отверстия. То есть вот буквально на днях племяннику на Hyundai поставили навесы новые в сервисе на дверь. И дверь не закрывается. Он приехал ко мне, что делать. Посмотрели, что там хода нет на отверстиях. Зажали в тиски, в бок прорезали 3 отверстия, поставили, все, дверь закрывается. Немного минут и не надо по сервисам кататься. Вот такие дела. Ну а теперь попробую сейчас. Покажу вам, как будет фрезеровать. Вот теми фрезами по дереву. По металлу не буду. Так, ну все, начинаем. Сейчас вы увидите вот такие вот качания перед камерой. Это у меня качается станок полностью крепления на столе деревянном. Поэтому это не здесь вибрация. Это полностью весь станок. Так что не обращайте внимания. Поехали. Так, а глубину видно вам какую? То есть почти достал до тесов. Сколько глубина тут? До сантиметра, наверное. Пробуем. Ну вот такие показатели. Видите, рез какой чистый. Он у меня получился
получается этими фрезами рез намного чище, чем фрезой этим, как его там, твердосплавом, как он называется. Короче, обычной фрезой по металлу. Только 12-я фреза, видать, биение из-за нее. Так, ну вот такие дела. Попробую сейчас помельче фрезу. Попробую сейчас сделать треугольный паз. Что выйдет. Ширина паза тоже 12, но все-таки треугольник поменьше будет сопротивление. Ну вот он у нас и паз. Треугольный. Первый раз биение было, потому что, то есть слышали, да, стуки. Я забыл пеноль зажать. Она у меня была отпущена под сверление. То есть вот этот болт, который я показывал, зажимаю пеноль. Он был отпущен, и пеноль играла. А в этот раз уже при работе этой фрезой пеноль зажал. И вот такое качество реза получилось. Короче, нормально. Для мелких поделок работать можно. Можно было бы и для больших. Ну, вернее, побольше. Но ходу мало у этих тисков. У них по Y, то есть вот так, 67 миллиметров. А по X 80 миллиметров. Ну и однако же все-таки вроде устройство такое же, как на координатном столе, но ходу все-таки по Y больше. Потому что на координатном столике такого же производства поперечный ход, то есть по Y 50 миллиметров. Я не знаю, на всех нет, потому что там их 3 разновидности. Ну, я читал, когда вот смотрел, выбирал, 50 миллиметров у них ход, тут 67. Хоть какой-то плюс есть. Так, ну а теперь с фрезерованием заканчиваем. Короче, кому интересно, я сейчас их разберу. Не знаю, может быть на убыстренке вам разберу, а может быть просто разберу, покажу. Скорее всего просто разберу и покажу кое-какое устройство их. Ну и покажу, почему я их еще разбираю. У меня там есть одна недоделка, которую я обнаружил после. То есть люфты устранил, а еще одна недоделка есть. И мне надо с ней разобраться. Так что переходим на операционный стол. Разобрал я тиски. Я не знаю, устройство показывает, смысла нет, я думаю. Винт, ластохвост. Поджимается вот эта пластина. Латунная ставится сюда. Поджимается винтами ластохвост. Клина никакого нет. Подшипники стоят с этой стороны и с этой стороны. Упорные подшипники. То есть отсюда одеваются. Ну, одеваются вот в это крепление, вот сюда, в это место. Здесь. И вставляется ластохвост, пластина. Все это в гайку. И пошло-поехало крутиться. Так, вот, косяк какой, в чем? Люди, я же говорю, на ютубе показывают. Вот эту гайку, когда подшипник поджимают, и говорят, о, все, винт туго стал вращаться. Все, люфта нет. Люфт остается. Люфт остается вот в этой гайке. Здесь 2 гайки.
То есть одна гайка держит нижний винт, и вторая гайка держит верхний винт. Места, сколько входит в гайка, ну мало, скажем так, очень мало. И из-за того, что, во-первых, гайка прослабленная, резьба. Ну, так болтается, ладно. Тут подшипники держат. Слышите, в резьбе. А может даже видно, да? В резьбе бегает туда-сюда. И плюс еще гайка в этой проточке, она не плотно. Она вот туда-сюда тоже ходит. И получается, что на полоборота свободный ход. То есть натянули в обратную сторону, полоборота свободный ход. И поэтому, вот, например, при фрезеровании, да хоть и при сверлении, все равно тиски туда-сюда будут бегать из-за этого свободного хода. Вот. И поэтому я решил это все дело устранить. Потому что это не дело. И сделал вот такую гайку. Одна гайка на 2 винта. Под 90 градусов. Резьба нарезана. Только здесь мне пришлось пропиливать бока, потому что 90 градусов угадать как-то сложновато без специальных инструментов. Наверное, мне во всяком случае сложновато. То есть здесь резьба полностью цельная, все нормально, а здесь мне пришлось в стороны расшарошивать, потому что у меня, когда я винты закручиваю, они не получились 90 градусов. И бормашиной расширял отверстие в бок, пока не сошлись. Но зато теперь они уже получается, что друг друга держат. То есть вот так вставляется на винт, и с этой стороны вкручивается в винт. И все. Ластохвосты подходят, все нормально. Я тем более это отверстие расшарошивал до тех пор, пока тесы... Ну, то есть у меня когда не было тут 90 градусов, не получилось сразу. Винт получалось накручивать, но тесы становились наискось. И получается уже, что даже без поджима ластохвоста уже туговато шло. Поэтому пока отверстие расшарошил, можно было повозиться, конечно, одну, вторую сделать, третью. Просто я точил ее со стальной заготовки. Это сталь, это кусок рельсы. И поэтому не стал возиться, а вот так вот сделал, попробовал, все нормально уже работает. И даже во время фрезерования, вот когда вы, может быть, даже обратил кто внимание, что когда я фрезеровал, здесь крутил маховичок, я вот здесь держал пальцем, ну вот так вот держал пальцем специально. То есть я ощущаю, вибрация есть или нет вот здесь на ластохвосте. Так вот ее нет. Все нормально держит. Хотя я подозревал, что эта гайка будет просто два винта, друг на друга тянуть. И вроде бы пока крутишь, свободный ход ушел, все нормально, хорошо. А в работе, возможно, думал, что будет оно чуть-чуть играть все равно. Но не играет. Я же говорю, вот сколько раз вот так вот тактильными ощущениями пробовал, не бегает ластохвост. Значит, нормально она держит. Вот такая вот доработочка. И она пригодится и на координатном столике, потому что там точно такое устройство. Если кому интересно, посмотрите чужие ролики. Там также устроено 2 гайки вместо одной. Поставили бы одну, и была бы красота. Так, вот и все доработки. Теперь я буду уже собирать, поставлю шторки назад. То есть, вы видели, я работал без шторок. Поставлю шторки защитные, чтобы хотя бы сюда стружка не летела. Сюда она летит под тиски, потому что здесь защиты никакой не ставится. Она попадает. Ну да ладно, хотя бы здесь винт защищен, пускай. Так, дальше. Разобрал я их вообще-то из-за того, что, во-первых, вам показать, как можно косячок подправить. А во-вторых, косяк есть еще один в самих тисках. Так, камера покажет, не покажет. Смотрите, сейчас раскручу их чуть-чуть больше. Смотрите, вроде люфт, да, есть, все нормально. Это хорошо, это правильно, да. Теперь смотрите, как они подходят. Хоп, одна сторона уже коснулась, а вторая нет. Так вот, при зажиме детали получается, что вот эта сторона зажимает сильней, а вот здесь не всегда зажимает. То есть бывает зазор. Тут, короче, есть какой-то косячок. Вот, мне на просвет видно, в камеру навряд ли будет видно. Вот здесь вот между губками зазор есть. Короче, прижимают они неровно.
И мне теперь надо добиться того, чтобы эта губка разворачивалась больше теперь по часовой стрелке еще. То есть она получается вот так стоит уже не перпендикулярно. И в эту сторону чуть играет против часовой. А по часовой уже не дает. Но здесь есть направляющие. Сначала думал просверлить здесь больше отверстия. Ну то есть вот эти отверстия рассверлить больше. Но тут мяса мало, тела. Как-то не хочется рисковать. И я вот думаю, может взять направляющие, ну выпрессовывать их по-любому. Потому что они тут ни шестигранником никаким не держат, ничего. Они просто запрессованы. То есть вынуть вот направляющие и чуть-чуть их проточить. Но я сразу это делать не буду, и, возможно, кто-то из вас даст дельный совет мне. Потому что поспешишь, людей насмешишь. Пока так. Может быть, кто-то посоветует. Ребят, особенно те, которые мужики, кто часто меня учит. Вы же много знаете. И вот я вас прошу, дайте совет, что мне делать. Тут миллиметра где-то 3 тела. Вот здесь вот. Если я рассверлю, ну можно попробовать рассверлить на миллиметр больше. Сработает, значит и хватит. Короче, жду вашего ответа. Так, ну вот такое сегодня видео. Ага, можно еще показать вам. Вот, пожалуйста, ближе профиль, как получился. Какая фрезеровка. Короче, кое-что можно в них делать. По мелочевке. Бывают ситуации такие, когда говоришь, эх, хотя бы сейчас быть что-то маленькое, но да удаленькое. Ну вот им можно. Главное небольшими фрезами, потому что большие фрезы гнут шпиндель на китайском сверлильном станке. И тут пока что я изменить ничего не могу. Все, заболтался. Спасибо тем, кто досмотрел видео до конца. Вам медали надо давать за мужество. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ждем новых видео. Пока.